Дорогие друзья, добрый день. Приветствую вас. Ага. О, супер! Анастасия, как у нас просто получилось! Ничего себе! Ура! Да. Я приготовила сейчас долго по традиции тыкать пальцем в монитор. Я Супер! тоже была к этому готова, но так раз и все, и быстренько. Шикарно, шикарно. Я думаю, что по времени у нас будет минут, наверное, на плюс-минус 25. И бесконечно благодарна вам за смелость, потому что я понимаю, как это не просто вот взять, решиться и рассказать о себе такое прямо для многих, как многие думают. А сейчас мы, вот, конечно, это бесконечно будет интересно узнать от первого лица. И будет ли комфортно, если я буду задавать какие-то вопросы, если вы что-то хотите добавить от себя, ну, в общем-то, в таком спокойном режиме. Окей? Да, да, все, договорились. Прям как на коуч-сессии. Э, на коучинговом эфире, в Да. коучинговом формате. Супер. Анастасия, расскажите, пожалуйста, вот что вы вообще знали о коучинге до нашей встречи? Ну, я думаю, каждый, кто работал в какой-нибудь большой, более-менее компании, знал о бизнес-коучах. И я вот вам уже говорила, это такая, скажем так, такой бесящий момент, почему-то бизнес-коучи, мне кажется, обычных сотрудников, когда ты там не руководитель компании, а обычный сотрудник, они прям раздражают, потому что они лезут во всю твою работу, говорят тебе, что тут неправильно, там неправильно, надо так. В итоге складывается ощущение, что они в принципе не понимают, о чем они говорят. И слово коучинг ассоциируется сразу с каким-то негативом, потому что, так, коуч – это тот, который сейчас будет учить меня чему-то, тому, чему я не хочу учиться. И все, и сразу негатив. Когда я, в принципе, столкнулась вот с подобным коучингом там личностным, тут, конечно, совсем все по-другому, но я тот человек, который изначально все начинает читать, долго изучать, а уже потом как-то вникает в тему. Поэтому мне, в принципе, сразу стало понятно, что это немножечко другое. Но недоверие оставалось, конечно, все равно. Такой Мгм. скептицизм легкий оставался на эту тему, потому что думаешь, ну все, конечно, хорошо, но, во-первых, ты кто? Человек, который сейчас что-то там будет мне Мгм. внушать, втулять. Вот, ну, как, мне кажется, обычное мнение обывателя. Сейчас меня будут чему-то учить. И чему Мгм. может меня научить человек? Ладно, если уж он будет меня учить, то я для начала, наверное, посмотрю, кто он сам, кем он был и какой там у него свой опыт, потому что, ну, как бы учиться же нужно у тех, кто сам чего-то достиг. Мгм. Вот. Ну, то есть вот такое у меня было мнение изначально о коучинге. Мгм. А с чем пришли тогда? Вот на какой стадии находился скептицизм, вот именно этот момент? Во-первых, да, скептицизм находился на такой весомой стадии, но я человек довольно любознательный, поэтому мне было интересно. Ну, как бы не попробуешь, не поймешь, да, то есть надо сначала попробовать. Тем более у нас с вами такой хороший тандем, и, в принципе, мне отзывались все ваши тексты, посты и так далее, информация, которую вы давали, и поэтому я, ну, без столики сожаления там или сомнений решила попробовать, и а, дальше, наверное, нужно уже рассказывать о том, что это дало и как это на мне отразилось, потому что это, конечно, что-то Вот, за гранью. вот да, и, наверное, вот если можно еще про ожидания. Вот когда вы только начинали наше общение, что хотели? Вот если вот прямо откровенно, то я хотела пинков. Классика Мне жанра. кажется, да, да, нам всем нужны пинки. Мы сами по себе такие люди довольно ленивые, да, и вроде да, вроде я знаю, что делать, я хочу, и я знаю, куда идти, и даже вот все знаю, но пока не пнут меня, это, вот если мы сейчас даже в рамках фриланса это рассмотрим, это вот эта привычка работы в найме. То есть ты знаешь, что тебе делать, пока над тобой стоит начальство, и тебя к этому подталкивает. Как только начальства нет, все, пошли кофеечек попить. Вот так же получается и в любой другой работе, и в жизни, в принципе, и даже в любых целях, мне кажется, тоже так же получается. Так что я ждала от коучинга пенделей волшебных.
Анастасия, во-первых, наверное, мы пропустили важную часть, где вы должны были рассказать о себе и о том, что вы фрилансер, и вот эту историю. Да, да, Прям да. коротенько. Прям коротенько, я уже год на фрилансе, я копирайтер, пишу тексты на заказ и работаю из дома. То есть я вообще наемный сотрудник всю свою жизнь. Всегда работала в найме, всегда под руководством кого-то. Потом я открыла свой бизнес, который не удался, вот, и решила уйти на фриланс. Но, в принципе, эта идея давно у меня зародилась, потому что я там дикий интроверт, и поэтому фриланс, мне кажется, это прям мое. И я попробовала, ушла на фриланс, то есть я как бы сделала не как все грамотные люди, сначала оставляют свою работу, там свой стабильный доход, потом потихонечку перебираются на фриланс, и как только на фрилансе достигают каких-то высот, вот тогда уже бросают свою работу в найме. Я нет, я все. И пошла на фриланс, и тут вот со всеми сложностями, конечно же, столкнулась, как я думаю, любой фрилансер, который, наверное, сейчас меня поймет. Супер, Анастасия, мне кажется, прямо очень, очень важный момент, то, что вы отметили про мышление человека, который работает в найме и знает, что бы ни случилось, он в определенные числа получит деньги. И когда ты уходишь из этой парадигмы, из этого стереотипа, ну, паттерна поведения, оказывается, что ух ты, а кто мне сейчас деньги-то даст? Да. Вот в этом, ну, я не знаю, наверное, у всех свои какие-то проблемки, но это, наверное, такая основная общая проблема, потому что это действительно очень тяжело. Ты нам на курсах... Нет, благо сейчас более-менее люди отвернулись от вот этой ложной рекламы, где все обещают друг другу там какие-то заоблачные горы, но тем не менее встречается и такое, где тебе на курсах там любой фриланс-профессии обещают сейчас, через 3 месяца ты будешь зарабатывать 100 тысяч рублей, там лежать под пальмами с коктейлем, с ноутбуком и кайфовать там, то есть уедешь куда-нибудь там на Шри-Ланку и будешь там отлично себя чувствовать. Нет, нет, не так, и не за 3 месяца, и не за год, может быть, даже это все не так просто. И я даже не знаю, сколько надо работать, чтобы за 3 месяца добиться таких результатов. Мне кажется, это надо не спать, в принципе, от ноутбука не отрываться, и только тогда, и то не факт, не факт. Тем более с конкуренцией такой жесткой в этой сфере, все-таки нас таких фрилансеров очень много развелось. Нет, хорошо, но тем не менее. Вот. Поэтому да, а я столкнулась с этой проблемой прям по полной. То есть я ушла сразу на фриланс, вот я закончила курсы и вышла в этот мир фриланса и такая, и чё? А с чем столкнулись, расскажите? Ну, наверное, первое, то, что благо у меня были, ну, скажем так, заказы, ну, сколько там их было? Ну, там по 5 раз в месяц кто-нибудь у меня что-то заказывал, там какие-то денежки я там себе заработала, сижу и думаю, и что я теперь буду делать? Нет, да, у меня есть супруг, который там более-менее меня кормит и содержит, но в любом случае... Ты же понимаешь, что твои там ежемесячные траты, которые всегда были запланированы у тебя, на них сейчас резко и не хватает. И просто, и ты так, что же делать? И тут, наверное, наступает момент, когда любой фрилансер такой думает, ой-ой-ой, пошел-ка я назад, наверное, в найм, сейчас там будет мои 40 тысяч зарплаты, которые у меня были. И особенно, если ты... А я почему-то верю в то, что любой человек, который, в принципе, там пытается как-то развиваться, то, скорее всего, он и в найме был довольно успешным человеком, то есть это всегда знает, что он будет востребованным специалистом. Я, в принципе, не верю в то, что там, ой, нет работы, ай-яй-яй, вот это вот, мне кажется, это все отговорочки. Поэтому человек сразу такой, а может, я назад пойду в найм, и там нормально на свои там 30-40 тысяч сяду и буду себе не отказывать хотя бы в том, в чем никогда себе не отказывал. И забуду опять про эти волшебные там горы, там эти пляжи и так далее, и так далее. Буду себе спокойненько сидеть, а там уже подумаю. Ну, в общем, в любом случае у всех начинается вот это какое-то успокоение, самооправдание в этом плане.
Фриланс, так, ну и что я с этими 5 заказами в месяц буду делать, с этими там 10 000, дай бог, в первый-второй месяц, как вот с ними, да? И я прекрасно понимаю в этой ситуации людей, у которых, допустим, нет никакой поддержки со стороны, там, типа супруга, там, или родителей, возможно, или еще кого-то. Особенно, если это мамочка в декрете, у которой еще и детки там, да, это, ну, очень тяжело, очень тяжело. Мгм. Но вот тут вступает в коучинг, вступает коучинг со своим, Мгм. ой, не побоюсь, наверное, это слово волшебством, пусть это в кавычках прозвучит, что это волшебство, потому что а, неожиданные результаты он дает, неожиданные очень, потому что я думаю, как наши подписчики, которые сейчас подключаются, они тоже уже миллион тысяч раз читали про проработку папы, мамы и так далее, и сталкиваются в постах с этим совсем. И тоже такие, ну да, надо проработать, но в принципе, ну а чем это мою жизнь вот прям кардинально изменит? Да ничем, наверное, да? И вот так и кажется, вот лично мне так и казалось. А Но что, вот что сейчас, оказалось на самом деле? Вот вот, какую вы видите, если видите связь между мышлением, действиями, фрилансом? Вот как оно у вас все стало выстраиваться? да, я тоже, так как я вот сказала, что я скептически к этому ко всему изначально настроилась, я не сразу ну, как бы поверила в то, что сейчас я начну работать где-то внутри себя, да, там какие-то свои проблемы искоренять, причем проблемы не внешние, а внутренние, мои какие-то там загвоздки в голове, которых там оказалось очень-очень немало, и что это как-то что-то поменяет. В любом случае я согласилась, потому что я думаю, ну, эти загвоздки надо искоренить. Я не надеялась на то, что они что-то поменяют в материальной жизни, но все-таки как-то, может быть, эмоциональную мою жизнь усовершенствуют. Мгм. И да, когда мы с вами работаем... Самое интересное, что я, наверное, хочу уточнить для подписчиков, что я не пришла на коучинг не конкретно с запросом про фриланс. Но Мгм. коучинг такое дело интересное, что ты начинаешь работать с определенным запросом, а в итоге у тебя потихонечку выстраивается все остальное как бы. Хотя ты даже и не думал о том, что оно будет выстраиваться. Просто вот отпустил ситуацию, работаешь с одним запросом. Вот, поэтому на коучинг у меня была одна цель, вполне такая обыденная материальная цель, я думаю, у многих-то какие-то есть такие цели. Вот, но работать-то мы с вами начали намного глубже, и Мгм. мы как-то от этой цели сначала отодвинулись и начали прям сначала копаться во мне, в моих каких-то... И да, и тут вот для меня вот очень, кстати, неожиданностью стало, что даже для меня уже кажется банальная работа там с родителями и с их принятием, что она в принципе может как-то отразиться на материальной жизни, ну вот на Мгм. материальной, даже на деньгах. Я вообще не думала о том, что она реально на ней отразится. Но удивительно, но факт. Она Мгм. реально на ней отражается. Тут я, конечно, не буду сейчас прям рассказывать досконально, какие Конечно. свои проблемы я Мгм. и исправляла в голове там у себя и так далее. Но работая с одним запросом, я тут поняла, что вот он ключик и к фрилансу. В чем он? То есть, вот мне сложно, да, вот я первый месяц на фрилансе заработала 10 тысяч, второй месяц, там, дай бог, 15 заработала и радуюсь хоть что-то, хоть кто-то. Но я радовалась, а кто-то, наоборот, скажет, блин, что с этой суммой делать, за коммуналку заплатить не хватит, и все. Ну, в общем, в чем тут дело? Когда ты ставишь себе цель, любую, вот я поставила абсолютно не фрилансовую цель, да, то есть отдаленную от фриланса, но начала к ней двигаться с помощью коучинга. Проработала, вот мы с вами вместе проработали какие-то свои затыки, там, проблемки. Оставила их и дальше маленькими шажочками, с шажочками к этой цели потихонечку. Так вот, параллельно с моим движением к этой цели начало устаканиваться все вокруг, все остальное, то есть даже тот же фриланс. Тебе кажется, что вот у тебя было 40 тысяч зарплаты, и ты такой, блин, 40 тысяч ни на что не хватает, на то не хватает, на это не хватает, постоянно не хватает, в общем, сижу я тут в жопе. Вот, я извиняюсь. Вот. А потом у тебя вдруг 20 тысяч, дай бог, заработал, и ты радуешься и думаешь,
20 тысяч. А я еще с них и отложить смогу. Вот как. А почему так получилось? Потому что ты из головы выкинул ненужное. Вот благодаря коучингу, опять-таки, ненужное оставил в прошлом. Тебе казалось, ну, нам, наверное, даже не то, что кажется, а во многом на нас действует и социум, и реклама лишняя, наше сознание поддается, постоянно поддается, мы там не фильтруем эту информацию, и вот это мне надо это, и это, мне нужно обновить машину, потому что моя машина старая, там, или новый телефон срочно нужен, вышел же, вот он какой-то там супер последний. Вот, хотя зачем он тебе, если ты даже не работаешь с телефоном, имеется в виду, там не камера тебе супер крутая не нужна. Вот, и ты вот это все, эти все траты входят в твою жизнь как необходимость. И даже если отнести вот эти банальные хотелки, есть и какие-то более серьезные траты, которые нам опять-таки кажется, что это очень надо. А вот когда ты внутри себя покопаешься, то ты понимаешь, а зачем? Как любой любимый коучинговый, каким человеком ты будешь, когда у тебя появится это? И ты садишься и думаешь, да ну каким? И понимаешь, что тебе оно и не надо, в принципе. И зачем оно мне? И обойдусь я прекрасно без этого. Вот, допустим, ну, элементарно, вот на таком банальном девочкином примере, маникюр. Вот мы ходим постоянно, там туда-сюда маникюр. Я решила себе отказать в этой трассе. Почему? Вот на определенный момент моего становления в коучинге я такая подумала, наверное, мне сейчас это не обязательно. Во-первых, я не хожу на какую-то работу, где клиенты смотрят на мои ручки, там на маникюренные, там супер. Вот. Следовательно, зачем? Супруг вообще не замечает, не замечает его отсутствие. То есть, да, но это я уж такой, уж очень утрированно, банально, это так это лично мое. У каждого, я думаю, найдется какой-то свой подобный там примерчик, от чего бы можно было бы отказаться, дабы пережить вот этот сложный. Сейчас я уже могу позволить себе и то, и все. Вот. А тогда я вполне обходила. Самое интересное, что сейчас я могу, но не хочу. Потому что мне почему-то больше хочется там, допустим, на инвестиции какие-нибудь отложить, если уж у меня появилась какая-то, чтобы всегда, даже если я вдруг опять захочу сменить фриланс на что-то другое, чувствовать себя более уверенно в этом плане. Но вот этот момент, он очень сложен, его довольно тяжело пережить, потому что вот ты поначалу начинаешь дергаться, вот у тебя вот это вот, ой, а как же я буду, вот сейчас тут не хватит, вот тут нужен коуч, вот он тут вот нужен, очень нужен коуч, и я не буду, наверное, раскрывать тут все карты коучинговые, как, что, ну, хотя я даже, наверное, не соображу, как это все одной фразой сказать, что делает коучинг, но это... А что было для вас наиболее продвигающее? Вот если прям только через ваш опыт. Вот, наверное, то, о чем я так долго пытаюсь, объяснить, это то, что я поняла, что очень многое мне в жизни не нужно, что всегда казалось нужно. Я от этого избавилась, даже вот мы обсуждали с вами, благодаря проработке папы, вот это вот для меня была очень такая, ну, скажем так, важная для меня конкретно личная практика, я поработала с ней и была прям удивлена, потому что только благодаря этой работе я смогла понять, что мне действительно далеко не все нужно, что я хочу. А то, что действительно делает меня счастливой, то есть, чтобы я вот утром открыла глаза, встала, начала свою работу, там, завтрак готовить, и чувствую, что вот у меня все есть, вот все, что мне нужно, у меня все есть. И пусть я не сижу под пальмами, ну, потому что я не хочу сидеть под пальмами. Может, кто-то хочет, кому-то это нужно будет. Вот, я не хочу, и мне это не надо. А все, что мне надо, по сути, у меня есть. А все остальные хотелки можно отмести. Но есть те хотелки, которые можно превратить в цели. То есть вот теперь я действую именно так. Вот она появилась хотелочка.
делаем из нее цель. Вот фрилансеры, скорее всего, поймут. Очень часто очень хочется на какие-нибудь курсы очередные, там, как-то повысить свою квалификацию, чтобы еще побольше зарабатывать и так далее. И ты тоже такой смотришь, так, 100 тысяч курсы эти стоят, там надо их пройти, 100 тысяч, ну, надо. Начинается рекламка, вот только в эту неделю купите эти курсы, и вам будет скидочка там. Все мы это знаем, мы это сами пишем, сами все это делаем. Мы же понимаем, что оно и через неделю, и через 2, и через 3 ты все равно сможешь все это. Все, делаем из этого цель маленькую, прописываем. Вот это мне очень помогло. Прям цель, сколько времени мне нужно работать и сколько мне нужно поработать в этом месяце, чтобы на эту цель себе накопить. Все, ставлю себе план и работаю ровно столько, чтобы закрыть вот эту потребность. Не работаю больше, чтобы там запахаться и язык на плечо положить, потому что, мне кажется, каждый фрилансер уходил на фриланс не просто так, да? Кто-то хотел больше быть с семьей. Так вот же он шанс. Это же не значит, что ты там должен теперь убиваться на этом фрилансе, не выключать ноутбук, чтобы там... Надо построить себе золотую середину между вот этим временем с семьей и временем в работе. Коучинг опять поможет это сделать, потому что все в голове правильно выстраивает. Все по полочкам раскладывается, и ты сразу видишь путь, вот весь, вот эту дорожку. Помните, мы с вами даже на сессиях рисовала я эту дорожку там себе с нужными пунктами, которые мне нужно делать. Теперь я делаю так каждый месяц. В принципе, вот она месячная моя цель, мне за этот месяц надо заработать на то-то. Вот я на то-то себе выстраиваю. То есть мне как копирайтеру, допустим, надо написать столько-то, чтобы у меня хватило на это. И работаем в этом направлении. Плюс я, наверное, в любом случае, там каждый фрилансер сталкивается с тем, что помимо того, что ты работаешь для заказчика, что-то ему делаешь, тебе еще надо делать для себя, да, чтобы там развивать какие-то свои ресурсы, чтобы тебя видели, чтобы тебя узнавали. Вот это, мне кажется, одно из тоже тяжелее. Причем тут пинать себя еще сложнее. И вот тут в коучинге опять-таки можно вот это проработать, потому что, понимаешь, причинно-следственная связь, не будет того, не будет этого. И как-то в голове все это так выстраивается благодаря, даже уже не благодаря, даже скажу не коучингу, а благодаря тому, что коучинг помог выкинуть ненужное. И ты как-то ясно начал видеть свою дорогу. Анастасия, правильно слышу, что вы говорите про то, что вы стали ближе сама с собой, что вы стали слышать свои истинные желания, что вам важно для самой себя, пришло понимание, что вам для самой себя важно делать, куда вы хотите прийти, в чем важность того, чтобы прийти туда, куда вы хотите прийти. Да, да, именно вот вы правильно как-то все это сгруппировали, все, что я тут пытаюсь вещать столько времени, потому что, да, намного ближе, наверное, все-таки к себе. И я даже не знаю, как хорошо, я все время думаю, как хорошо было бы вот это все осознать там хотя бы в 25 лет, сколько бы всего уже было сделано и сколько бы успелось, если бы я тогда это все понимала. Вот. Ну, хорошо, спасибо, что уже хотя бы сейчас до этого дошли, вот, что это все разбирается, потому что действительно, вот ненужные желания, ненужные телодвижения, вот это вот наш постоянный какой-то стрессак, и ты что-то дергаешься в жизни, что-то пытаешься из себя выдавить, там, выжить, и насмотришься вокруг тех же реклам, да, надо жить успешного вот так. успеха. Да, надо жить вот так, и ты такой, блин, да, надо жить вот так, сейчас я вот сделаю вот это, вот как я уйду на фриланс, как заработаю 100 тысяч в месяц, и буду жить вот так. А оно надо? А оно не надо. А по сути, ты больше всего хотел, чтобы ты, не знаю, детей своих чаще видел, там, побольше с мужем времени проводил, а не вот этот успешный успех. И ты, когда вот эту всю мишуру с себя скинул, ты увидел то, что ты реально хотел, и стало намного легче строить план. Вот прям намного. Вот сразу видно, что мне делать, чтобы получилось то, чего я действительно хочу. Анастасия, что рассматриваете как свое самое большое достижение, которое является результатом работы нашей?
Вот сама цель, к которой я иду после коучинга, я, конечно, еще не достигла, но я к ней иду, она никуда не девается. У меня еще ни разу с тех пор не возникла мысли, ой, да ладно, фиг с ней, с этой целью, можно какую-то другую. А хотя вот лично для меня это очень частая ситуация, когда я на пути к чему-то, вот, ладно, давай сейчас на другое Завтра. переключимся, да. Вот, а сейчас вот пока вот так, а это, фиг с ним там, когда-нибудь на потом. Вот от этого я ушла абсолютно. Вот это, наверное, самое большое достижение. Я перестала отодвигать все свои. Вот если я уже выстроила себе цель, раньше я тоже это умела, выстраивать себе цели, там, мечты и так далее. Вот поставила себе цель, недельечку к ней шла, что-то меня отвлекло, и я пошла в другую сторону. Вот это у меня прям постоянно. Теперь этого нет абсолютно. Вот если уж у меня есть цель, то она есть, я к ней дойду и дальше, и только потом, после нее, начну идти к другой. Вот эта систематизация какая-то, она и в голове, и в жизни, она везде. Вот она даже и в деньгах проглядывается. То есть я человек такой, я вам рассказывала, очень такой слабой на эмоциональной покупке в прошлом постоянно. То есть это прям мой, это вот оправдываешь себя своими девочкиными этими. Ну, я же девочка, мне же надо себя порадовать там чем-нибудь новеньким. А толк-то? Ну, порадовал ты себя на 3 секунды, и что дальше? И вот это, кстати, вот их две, пусть их будет две самые важные моменты, что я перестала отодвигаться от своих целей, если уж я ее поставила, я до нее дойду. И также вот избавилась от вот этой ненужной эмоциональности в плане там и покупок, и в плане каких-то жизненных моментов, ну, как мне кажется, тут, наверное, близким моим виднее, но как мне кажется, что и в этом плане, то есть у меня нет больше каких-то там чересчур сильных эмоциональных. Вот, даже на этом примере. Вот для меня выйти вот с вами в эфир, это, наверное, чуть-чуть назад отмотать, я бы в жизни не согласилась. Во-первых, я не люблю, да, транслировать себя, там как-то с чем-то делиться. А во-вторых, я, в принципе, никогда ничего не снимаю, и говорящая голова в моем блоге никогда не появляется. Но вот тут тоже коучинг помог, наверное, поработать с этим и понять, что будет, если я это сделаю. Ну, в плане, да, ну, то есть вот если я на это решусь, что будет? Что меня камнями закидает? Нет, не закидает. Вот, и это тоже очень большое достижение только благодаря коучингу. Даже, может быть, не только в рамках нашей работы, но и в рамках того, что я там черпаю из вашего блога, потому что я ваш подписчик, я постоянно слежу, читаю то, что вы пишете, и мне как-то в голове все это укладываю, пытаюсь вот в жизни. Вот так что сегодняшний эфир — это тоже для меня маленькая такая коучинговая работа получается. Анастасия, правильно услышала, что не только с самой собой стали отношения ближе, теплее, яснее, понятнее, но и проявляться во внешний мир вам тоже стало комфортнее. Благодаря этому мы вас сейчас имеем счастье видеть. Да, все верно. Именно так, потому что во-первых, я не могу сказать, что я там прям какой-то стеснительный человек, нет, просто мне, наверное, вот у многих такая проблема, мне всегда казалось, что мое мнение, оно кому нафиг надо, вот кому оно нафиг надо, и я сейчас вот понимаю, что мне все равно, надо оно кому-то или не надо, а вот мне абсолютно все равно на это. Тому, кому надо, он послушает, а кому не надо, не послушает. Ну и все. И и вот на этом-то и... То есть это очень круто. Анастасия, а как это, если уже мы говорим про фриланс, как вот эти все ваши изменения, прям такие мощные, глобальные, как они отражаются на вашей работе во фрилансе? Вот про это я попыталась начать. Сейчас, наверное, сгруппирую всю эту мысль. Фриланс. Во-первых, тут очень много загвоздок у всех фрилансеров, я так думаю, не только с деньгами. Если про деньги мы немножечко поговорили, про то, что поначалу кажется, что там, ой, первые 20 тысяч, что с ними делать, куда их сувать, ой-ой-ой-ой, ни на что мне не хватит. Нет, на все хватит. Хватит, если правильно мусор выкинуть из головы. Вот тогда на все хватит. Ну, там, конечно, у каждого свои там привычки и уровень привычного дохода, но тем не менее.
Я думаю, что тот, у кого уровень привычного дохода, допустим, выше, он и на фрилансе сможет себя как-то реализовать и подстроиться под этот уровень дохода. Потом заставить себя. Вот я начала с того, что мы все лентяи. Я как и любой человек, который приходит в коучинг, ждала пинка, пенделя. Да, это очень тяжело, и у меня многие, с кем я общаюсь, тоже на фрилансе там рассказывают, ой, как-то так же хочется поспать, а надо же вставать, что-то делать, а это же надо, вот никто над тобой не стоит, тебе не надо ехать на работу, никуда не надо идти, попробуй заставь себя, вот попробуй заставь себя каждый день все равно вставать и дома, садиться дома, где у тебя вокруг куча всего отвлекающего, просто миллион всяких, ой, суп не готов, ой, телевизор вроде там что-то вещает, ой, то вот, ой, окна помыть пора, и вот, и все, да, и какой там уже, какая работа, потому что дома куча, а если еще и детки, это вообще, вот, ну, у меня просто нет, но я могу предположить, сколько это отвлекающих факторов. Фриланс, хотела сказать, коучинг даже в этом помогает сосредоточиться. Помните, мы с вами разговаривали, как заземлиться. Вот я тоже довольно такой мечтательный человек, я там улетаю в какие-то свои дебри мечтаний, и все, и какая там работа, я там на то отвлеклась, на это. Заземлиться. И вот тут тоже очень много коучинговых практик, которые помогают это делать. Но тут каждый находит свою. Вот и про гвозди мы с вами говорили, я там свою открыла супер технику, вот, который помогает мне здесь и сейчас остановиться и понять, что так, мне что надо делать? Мне надо встать и начать работать, а уже потом посмотреть на немытые окна там или на не готовый суп. Вот, это второе. Третье. Наверное, то, что для чего я шла по фрилансу, что я хотела от фриланса. Каждый фрилансер, наверное, задаст себе этот вопрос. Вот что ты, вот ты зачем сюда пришел? Вот что, ты же не просто хотел, ну там, да, я хочу зарабатывать там сколько-то там денег, определенное количество. Для этого мы идем на любую работу, и в найм там или куда угодно. А вот именно во фрилансе что ты хотел? Вот что для тебя было важно? Вот ты представлял, что ты будешь сидеть дома и работать из дома. Зачем? И когда ты отвечаешь себе на этот вопрос, зачем я это делал, да, почему я, вот, допустим, там кто-то, может, не хочет сталкиваться лишний раз с людьми, как я, да, интроверт такой, мне комфортно, что я работаю дома, что я не сталкиваюсь ни с какими там покупателями там где-то или еще что-то. Кто-то хотел с семьей ближе. Кто-то хотел больше свободного времени, следовательно, свободное время тоже очень важно, да, у кого-то хобби, у кого-то какие-то занятия, работа не дает ему и успевать все это. Тут вот фриланс. Тут, конечно, тоже такой двоякий момент, потому что времени может и на фрилансе не хватить, когда ты начинаешь до суммы, до определенной дотягиваться, тебе надо доработать до нее, но тем не менее в твоих руках выстроить все так, как ты хочешь. И баланс между тем, что ты хотел от фриланса и работой на фрилансе, тоже суметь выстроить. Вот мне сейчас кажется, у меня прям вот, ну, прям такая, ну, почти золотая, может, не совсем, но почти золотая серединка между тем, что я хотела от фриланса, и работой на фрилансе. То есть я работаю столько, сколько не то чтобы мне надо, да, может, я могла бы и больше, я бы могла все остальное отодвинуть, работать больше и больше зарабатывать. Но мне не надо, потому что сумма, которую я зарабатываю, мне комфортно, время у меня остается на то, что я хотела, чтобы оно оставалось, там, на путешествие с мужем, на времяпровождение, там, то на походы, там, по музеям, ну, грубо говоря. Вот, все, то есть каждый должен для себя... Что-то пишут? Что я тоже становлюсь интровертом, и мне теперь проще на фрилансе. Да, я вот это прям мое. Я тоже, наверное, не сразу, но стала интровертом, и как-то мне сейчас очень комфортно на фрилансе, очень комфортно. Да, бывают моменты, когда недостаток общения все равно берет свое. Но я и тут как бы нашла какую-то определенную золотую середину, и, в принципе, мне кажется, я
в какой-то в гармонии и с собой, и с фрилансом, и с свободным и несвободным своим временем, абсолютно в гармонии. Я всегда могу запланировать на любой другой день, будни даже, да, я вот все что угодно могу запланировать, а свои планы сдвинуть. Вот это для меня очень важно было, чтобы я не зависела там от кого-то, от каких-то факторов, а именно сама это все выстраивала. Анастасия, как думаете, по ощущениям, вот совсем если бы без коучинга, сколько времени ушло бы, чтобы оказаться где вы сейчас? Ой, отличный вопрос, вообще великолепный. Вот смотрите, на фрилансе я год. И в целом сейчас меня прям все радует, все радует. Если бы не было в моей жизни вас, то, наверное, я бы сейчас работала где-нибудь. В найме вы имеете в виду? Да, да. Скорее всего, я бы вернулась на какую-нибудь работу в найме и работала бы в надежде на то, чтобы заработать на свои хочу-хочу, как у всех других людей. Вот, вернее, тогда мне казалось, что это надо, а сейчас я понимаю, что это было хочу-хочу. Вот. Супер, прямо принимаю с благодарностью. Да, спасибо. И постепенно подходим к концу, а то что-то мы как-то не вписались немножко в заявленный срок. Хотела спросить, а как вы считаете, кому нужен вообще коучинг? Сейчас, наверное, это прозвучит как-то даже банально, но мне кажется, всем. Вот серьезно. Я вот даже и не ожидала, что коучинг в принципе может, наверное, решить любую проблему, потому что у нас в голове столько там загвоздок всяких, которые нам не дают как-то двигаться в любую сторону, в какую бы ты там ни пожелал. Будь это там деньги, какая-то цель такая там, допустим, профессиональная, или, может быть, какие-то отношения. Вот отношения, кстати, тоже, они же тоже, и у меня в том числе, хотя отношения, в принципе, меня никогда... Ну, скажем так, у меня не было с ними проблем, да, там, ни в семье, там, ни с родными, там, какими-то, но, тем не менее, они тоже нам, вот как мне кажется, становятся другими абсолютно, потому что ты как-то по-другому уже мыслишь и как-то по-другому смотришь на людей, даже если там какие-то родственники пытаются тебе свое мнение там насадить и так далее, там, все, ты как-то уже так что коучинг нужен всем, вот всем, потому что, нет, ну это, конечно, сейчас звучит так, типа, ой, ну да, всем нужен, нет, правда, потому что какая бы ни была бы цель, вот какая, любая, мы к ней идем очень долго. И пока ты там, дай бог, там, к пенсии, да, там, умудренный в лучшем опыт, случае. такой сидишь, ах, вот теперь-то я понял, а вот я понял, вот если бы я сейчас, вот как я сейчас вот говорила про то, что мне бы в 25 вот это вот все, я бы вообще сейчас, ну, мне кажется, не знаю, там, какого-то дикого просветления бы достигла. Ну, ладно. А вот если самостоятельно, да, в принципе, мне кажется, так многие и живут. Да, то есть вот живут, и дай бог к старости что-то там осознают и думают, блин, а что ж я вот это не сделал-то тогда и вот так вот не поступил. Так как круто, когда есть инструмент, который, пока не поздно, может тебе вот это немножечко открыть твои глаза на что-то очень важное в твоей жизни, хотя ты даже и не ожидал, что вот это может быть важным, возможно. Анастасия, последний вопрос. Что такого происходило в сессиях, что вы находили эти ответы? Ну, наверное, вообще ответы я находила благодаря вашим вопросам, потому что это такие вопросы, ой, как это даже вот, да, которые, конечно, я сама себе и не задавала эти вопросы, но самое смешное не то, что не задавала, я, в принципе, и не думала, что их надо задавать, то есть они у меня даже в голове нигде никогда не промелькивали, я даже и не думала об этом в принципе. Вот даже если взять, ну вот того же папу, вернемся к нему, да, то есть, да, там какие-то отношения, ну, вернее, отсутствие каких-то отношений там с отцом и так далее, ну,
Ну и ладно. Мое поколение, мне кажется, все так живут, ну, большинство так живут, и все нормально. Я и даже после того, как я прочитала в миллионах разных пабликов о том, что это надо, это важно, обязательно проработайте там, ну, то, ой, да, наверное, надо там что-то, ну и все. А вот когда вы задавали эти вопросы, ты выключаешь компьютер, начинаешь сам себе думать. Вот ты ходишь, что-то делаешь и начинаешь думать, искать ответы на эти вопросы, которые вы задаете. А они такие очень-очень надолго заставляют задуматься, и ты думаешь. И самое интересное, что даже иногда в поисках ответов ты находишь ответ совсем на другое, но ты понимаешь, что о, вот оно то, что мне надо было. И какой-то пазл складывается, картинка твоей нормальной жизни без каких-то лишних там навешанных каким-то опытом жизненным, родней, там, возможно, друзьями, там, не знаю, кем, бывшими работами и так далее, и так далее. Вот это все с тебя как-то спадает, и твой пазл личный выстраивается очень четко. Супер. Благодаря вопросам в коучинге. Анастасия, огромное спасибо и за смелость, и за искренность, и что вы прям вот как на духу все рассказали, как оно было. Здорово. Спасибо, Спасибо. спасибо, Анна, вам за то, что вы, ну вот, вообще даете мне шанс вот так вот, видите, вот что-то новое я тоже попробовала для себя. Спасибо большое. Это вы его Всего сама себе доброго. даете. А, Вы разрешаете себе это. да, 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 точно, надо вот не забывать. Да, Все, вам спасибо. можно. Спасибо огромное за эфир. И если какие-то будут вопросы ко мне, к Анастасии, наверное, можно их будет писать в комментариях. А я вот вижу, год это очень быстро. Год это очень быстро, наверное, это зависит от того, кто какую цель себе ставит. То есть, вот, допустим, если ты ставишь себе цель реально лежать под пальмами, то за год ты к этому не придешь. Если твоя цель чуть проще, и ты счастлив от более простых целей, то вполне возможно прийти к ней и за год, и, наверное, даже, может, и меньше у кого-то получается. Ну, у Конечно, каждого потому что по-разному. все истории абсолютно индивидуальные. Вот у каждого будет свой путь, своя история. Так. Это вот говорят вам, что к тому, что вы быстро справились, Анастасия. Да, я так и поняла, что я... Спасибо, спасибо большое, что... Да, мне приятно, что кому-то интересно. Да, самому это было бы сложно, но вот Анастасия сказала, что была бы сейчас обратно в Да, найме. да, работала бы в найме где-нибудь, и опять бы бесилась от толпы начальников, которые там тебя постоянно тюкают чем-то там, что-то заставляют, у тебя нет времени ни на то, ни на другое, ты встаешь и быстрее бежишь на работу, потом с работы, потом снова на работу, и дай бог выходные, чтобы поваляться на диване. Вот и вся жизнь. Вот это для меня это прям ад. Сейчас я как вспомню и думаю, ой-ой-ой, нет. Нет, спасибо, больше не надо. Здорово. Огромное спасибо, Анастасия. Тогда вас больше не задерживаю. И вот прям полный вперед. Все, спасибо Спасибо вам, Анна, до большое. свидания. Спасибо. Всего доброго.